Чтобы кальций лучше усваивался в организме, необходимы жиры, белки и витамин D. Наиболее подходящим и максимально сбалансированным в этом отношении продуктом является творог. В этом видео вы узнаете о том, с чем есть творог, чтобы кальций усваивался лучше, а также вы узнаете полезные рецепты блюд из творога, которые сбалансированы по составу. Кальций – важнейший микроэлемент для людей всех возрастов. Однако для его усвоения необходимо соблюсти ряд условий. Например, наличие витамина D в разы повышает усвояемость данного элемента. А вот фосфор должен находиться с кальцием в пропорции примерно 1 к 1, что позволит максимально полно усвоиться обоим элементам. Еще важными помощниками для усвоения кальция являются магний и калий. Стоит отметить, что все сопутствующие усвоению кальция элементы имеются в яичном желтке, поэтому блюда из творога и яиц – хорошее решение. Вот один из таких рецептов. Нежная творожная запеканка без муки и манки. Ингредиенты: творог 250 грамм, молоко 100 мл в зависимости от влажности творога, 2 яйца, сахар 2 столовые ложки или по вкусу, ванилин, масло сливочное для смазывания формы. Шаг 1. Отделить белки от желтков. Шаг 2. Взбить в емкости погружным блендером творог с молоком, сахаром, пряностями и желтками. Масса получается как густая сметана. Шаг 3. Отдельно взбить белки до устойчивых пиков. Это когда вы наклоняете миску со взбитыми белками, масса держит свою форму и не течет. Этим же венчиком или ложкой ввести белки в творожную массу. Шаг 4. Выложить массу в смазанную маслом форму и выпекать в разогретой до 160-170 градусов духовке около 35 минут. Полностью остудить и нарезать порционно. Еще пару полезных рецептов вы найдете в конце этого видео, а мы продолжаем. Важно знать о необходимости жиров для усвоения кальция. Низкая жирность творога или высокая – не лучший выбор. Творог желательно брать средней жирности. Есть сведения, что лучше всего кальций усваивается из творога с жирностью 9%, так как в 100 граммах такого творога содержатся необходимые вещества для дальнейшего усваивания. Вот что говорят ученые. Для усвоения 10 мг кальция, полученного с пищей, необходимо примерно 1 грамм жира. В 100 граммах творога содержится примерно 90 мг кальция. Для того, чтобы усваивался кальций, организму потребуется приблизительно 9,5 грамм жира, что соответствует содержанию жира в 9% твороге. Таким образом, 9% творог является максимально сбалансированным продуктом. При этом возникает логичный вопрос: усваивается ли кальций из обезжиренного творога? 5% творог также можно употреблять, просто имеет смысл употреблять его со сметаной или орешками, которые восполнят недостающее для усвоения кальция количество жиров. Однако творог с жирностью от 0% до 1% большинство диетологов считают не лучшим выбором. При этом некоторые нутрициологи говорят противоположное, что из обезжиренного творога кальций также усваивается. Тем не менее, специалисты подсказывают, с чем желательно есть обезжиренный творог, чтобы кальций максимально усваивался. Добавьте в обезжиренный творог ложку сметаны или смешайте творог с семенами льна или кунжута. Хорошо, с жирностью разобрались. Теперь разберемся, с какими продуктами употреблять творог, чтобы кальций усваивался лучше. Как уже говорилось выше, для полноценного усвоения кальция должны присутствовать жиры, белки, витамин D, фосфор, магний и калий. На экране таблица таких продуктов-синергистов. С чем можно употреблять творог, чтобы кальций усваивался лучше? Морковь, редис, зелень, тыква, свекла, капуста, запеченные яблоки и груши, курага, чернослив, мед плюс другие продукты пчеловодства.
ягоды, орехи. Теперь запомним продукты, снижающие усвоение кальция из творога. С какими продуктами нежелательно употреблять творог? Не рекомендуется есть творог с кофе, алкоголем, шпинатом, щавелем, а также злаками. Эти продукты содержат в себе вещества, которые образуют нерастворимые соли кальция, что препятствует его всасыванию. Также не рекомендуется одновременное употребление с творогом таких белковых продуктов, как мясо и рыба. А сейчас простые рецепты с творогом, которые сбалансированы по составу. Рецепт первый. Творог с зеленью. Прекрасно подойдет в качестве начинки для блинов, приготовления фаршированных помидоров, перцев, яиц. Его также можно есть как самостоятельное блюдо или намазывать на хлеб и тосты. Просто смешайте творог со сметаной в блендере до получения однородной массы. Затем смешайте готовую массу с мелко порезанной зеленью. Зелень подойдет любая. При этом чем больше разнообразия зелени, тем полезнее получится конечный продукт. Специи и пряности добавляем по вкусу. Второй рецепт. Нежные сырники из творога с морковью. Ингредиенты. Творог 150 грамм. Морковь 1 штука. Рисовая мука 2 столовые ложки. Яйцо 1 штука. Мед. Подготовьте и смешайте творог, яйцо и морковь, натертую на терке. Затем добавьте рисовую муку и еще раз вымешайте. Полученную творожную массу выложите в форму для запекания и отправьте в разогретую духовку. Через 20-25 минут достаньте готовое блюдо. Перед употреблением смажьте сырники медом. Надеемся, наши советы помогут вам извлечь из творога максимальную пользу. Если у вас есть полезные рецепты с творогом, пожалуйста, поделитесь этой информацией в комментариях. Посетители будут вам благодарны. Если будут вопросы, пишите в комментариях, и мы ответим.